Привет всем, дорогие друзья! В прошлый раз, когда я ковырялся с данным автомобилем, значит, проблему с глушителем я устранил, но осталась одна небольшая проблема, это получается течь бака. Поскольку бака на тот момент у меня не было, соответственно, надо было его заказать, купить и привезти. Требовалось время, ну вот, время прошло, скажем так, бак пришел, и сегодня будем заниматься заменой бака на Лансере. Сам бак запечатан вот в такую вот коробку. Фирма у нас Salink. В принципе, по отзывам ничего плохого про них, значит, не пишут. Поэтому было принято решение купить бак данной фирмы. Ну и сам бак у нас выглядит вот так вот. Это у нас нижняя сторона его получается. И течь у нас, насколько я понял, где-то вот с этой стороны, на том, который установлен на машине. И вот эта верхняя сторона. Для того, чтобы добраться до бензонасоса, пришлось снимать, значит, сидушку. И тут, как вы можете наблюдать, я обнаружил такую вот картину. Лежит газета «Вечерняя Москва» 2020 года. То есть сюда уже лазили явно. И такая вот, ну вот это, скорее всего, заводское решение. Да, это заводская. Так, верхний лючок, получается, я скинул. И перед нами открылась такая вот картина маслом. Тут одна ржавчина, все ржавое. И удивительно, что бак потек. Так, но бак я демонтировал. Так вот здесь у нас все выглядит. Как вы можете наблюдать. В принципе, где был бак, вообще тут отлично. Днище как новое. В других местах, конечно, есть вопросы, но сквозного, критичного такого прям я чего-то не вижу. В основном грязь со следами коррозии. При снятии бака, где могут возникнуть трудности. Болты, в принципе, на удивление, пошли все без проблем. Выкрутил я их спокойно. Хотя, думаю, с ним будут вопросы. Так, где у нас получается бензонасос? Обратку не забываем отсоединить. Подача питания. Это я, в принципе, сразу все отсоединил. И у нас с этой стороны, вот то, что у меня вызвало некие вопросы. Заливная горловина, получается, подход. И второй маленький тоненький шланчик тут подсоединяется, прямовоздушный. Вот с ними возникли проблемы. Во-первых, хомуты уже позднили все, а во-вторых, в данных местах очень тяжело шланг сдернуть. То есть здесь подлезть неудобно его, чтобы расшевелить, но... Ну и сверху сам бак выглядит вот так вот. Эти болтики у меня все уже поддались, то есть бензонасос я сейчас сниму. И течь сама где-то вот была, вот она, я понимаю, где-то здесь прям вот она, дырка видна. Вот прогнила. Так, а вот так вот выглядит, получается, новый бак. Ну, визуально, если сравнивать с этим, абсолютно такой же. Ну, сейчас буду перекидывать бензонасос. Кстати, бак полного бензина у меня. Сейчас я, наверное, попробую перелить в канистры сначала. Шланги вот эти, опять же, мне сейчас нужны будут. И хомуты. Вот тут это еще более-менее какой-то вот. Это тоже такой вот. Они, во-первых, мало того, что гнилые, во-вторых, они, он от руки спокойно шевелятся. И здесь они особо даже он не фиксируется, он шевелится спокойно. Новый бак собран. В принципе, стало все без проблем. Хомутики, кстати, при закрытии уже нормально, я их разработал, немножко стали. Тоже отлично все. Единственный момент, вот заливная горловина, вон там чуть пошире, чем на новом. И там стоит клапан вот такой вот завода. Такой клапанок стоит. Сюда же он, получается, не влазит. Отверстие чуть меньше диаметром, и, соответственно, установить я его не смог. Но поэтому обойдемся, я думаю, без него. Так, все установил, получается, бак стоит на своем месте. Единственное, что забыл поставить термозащиту здесь, но это установим, не проблема. А так бак стал без каких-либо проблем, стоит на штатном месте на своем. Здесь также все подключено, получается, уже. Трубочка тоже подключена. Сейчас будем пробовать запуститься. Так, ну и сейчас в режиме реального времени попробуем запуститься. Бак подкачал, не подкачал, я что-то даже не услышал. Так, еще раз сейчас попробуем. Я даже не слышно, ну-ка. Пришлось маленько покрутить, конечно, но во всяком случае запустилась без проблем. Машина сейчас работает и в принципе все нормально здесь. Ну и в принципе сегодня с данным автомобилем работа закончена. Бак я поменял, пускай пришлось потратить немало времени. Получается, подлезть там кое-где было не так удобно.
Все болты открутились без проблем, хотя я думал, что заржавело все напрочь там, потому что визуально выглядели они неважно, скажем так. Все открутилось на самом деле хорошо, я думал, будет хуже. И в принципе поменялся бак без особых проблем. Так что на сегодня работа у нас с данным автомобилем закончена. Всем спасибо за просмотр, всем пока.